Друзья рыбаки, всем привет! Большинство таких теоретических видео прежде всего основаны на ваших комментариях, и это видео тоже не исключение. Я заметил, что довольно часто под сюжетами, где мы показываем, как изготовить фидерный монтаж, проскакивают комментарии с вопросом, как на фидерный монтаж поставить два крючка. И хотя у нас на канале есть несколько видео на тему, как изготовить поводок с двумя крючками, я все-таки хотел бы прояснить ситуацию и поделиться своими мыслями по этому поводу. Если вы считаете, что два крючка на фидерном монтаже увеличат ваш улов, то сразу скажу, что это совсем не так. Конечно, не исключено, что за одну рыболовную сессию вы несколько раз поймаете две рыбы одновременно, особенно если попадете на стаю, но этот случайный бонус не сравнится с теми неудобствами, которые вам принесет два крючка на одном монтаже. Могу заверить, что почти на каждом забросе эти крючки будут путаться между собой и нередко даже цепляться за сам монтаж. Конечно, на толстых и коротких поводках это еще как-то возможно пережить, но на большинстве фидерных рыбалок для успешной ловли нам приходится использовать тонкие поводки в длине от 50 см до метра, иногда даже длиннее. И вот теперь представьте, сколько будет уходить времени, чтобы это все распутать. Также все мы знаем, что в процессе рыбалки поводки имеют свойство довольно часто повреждаться, и их приходится менять. И есть огромная разница по времени перевязать одинарный поводок или двойной. Теперь еще такое. Успешная фидерная рыбалка очень часто подразумевает частую смену длины поводка. Бывает такое, что за одну рыболовную сессию нам приходится менять длину поводка несколько десятков раз, пока не найдем оптимальную. И вот теперь представьте, как это все делать, если у вас поводок с двумя крючками. Плюс ко всему мы постоянно теряем время на оснащении двух крючков наживкой. Соответственно, при ловле с двумя крючками про темповую рыбалку можно сразу забыть. Могу с полной уверенностью сказать, что с одним крючком вы гораздо быстрее закормите точку, сделаете большее количество забросов, быстрее подберете ключик к рыбе, сохраните свои нервы и в результате гораздо больше поймаете. Я не исключаю, что несколько крючков на одном монтаже имеют право на жизнь, но для этого есть специальные оснастки. Например, убийца карася, резинка, борода для чехони, различные закидушки, но никак не классический фидер. И, кстати, это касается не только количества крючков, но и количества удилищ. Раз уже начали эту тему, давайте поговорим немного о удилищах. Я неоднократно был свидетелем того, как у меня на рыбалке всего лишь одно фидерное удилище, а у моих соседей по 5 палок на каждого. И в результате моя одна палка работала гораздо результативнее, чем их 10. Это не потому, что там какой-то суперпрофессионализм. Дело все в том, что одному удилищу с одним крючком гораздо проще уделить больше времени, чтобы сделать все более правильно и качественно. Хотя в некоторых случаях я допускаю ловлю на два фидера, для того, чтобы можно было одновременно мониторить ближнюю и дальнюю дистанцию. Ведь часто бывает такое, что ты стоишь заклипсованный на дальняке, а в этот момент рыба находится на ближняке. И для того, чтобы вот это вот все время не прыгать с дистанции на дистанцию, чтобы не терять точку, вполне нормально мониторить ситуацию одновременно двумя удилищами. По-моему, здесь ничего такого нет, абсолютно нормальная ситуация. Но я категорически не рекомендую ставить два крючка на один фидерный монтаж. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!